Мы с вами сегодня встретились, чтобы я попробовал в каком-то коротком формате, таком компактном, познакомить вас с тем, что такое мы, то есть армяне с точки зрения нашей культуры, и как эта культура связана с мировой, с европейской культурой, что вообще нас связывает в культурном поле. Что такое вообще культура? Это все то, что мы создаем, люди, создаем при посредничестве Бога для того, чтобы осветить созданным души людей, сделать их добрее, чище, дарим им мудрость, любовь, чувство прекрасного. История – это в первую очередь история культуры, история того, что люди создавали, каждый народ. Вот я сейчас нахожусь во Франции, я вам скажу, что для меня Франция и что такое культура Франции. Для меня это французская музыка, это французская живопись, это французские писатели, это французские философы, это железнодорожный музей в Париже, который превращен в музей, железный вокзал, который превращен в музей. Это не Наполеон Бонапарт. Мне не интересно, сколько он человек убил в жизни и сколько стран завоевал, потому что Франция велика не этим. Но мне интересны архитекторы, философы, музыканты, потому что именно они делают путь человечества достойным человека. С чего я хочу начать, говоря о нашей культуре, с того, что на самом деле мы, конечно, я сейчас обращаюсь к тем, кто здесь в зале, и вообще ко всем, мы члены одной семьи, мы братья и сестры все. Ես շատ հպարտ եմ, որ այսօր հայկական մշակույթը հենց ես եմ ներկայացնում ձեզ այստեղ Ֆրանսիայում, դա ինձ համար շատ մեծ հպարտություն է. Я просто сказал по-армянски фразу, что я очень горд тем, что именно я сегодня могу поговорить здесь во Франции с людьми о нашей культуре. Дело в том, что армянский язык считается одним из древнейших вообще языков в мире. И на первый взгляд он, например, не похож на французский, но это языки-родственники. Они языки одной семьи, индоевропейской семьи языков. Вот когда мы смотрим на древо языков, это как раз индоевропейская семья языков. Вон он там синим французский. И вы видите, что это продолжение латинской, итальянской ветви, отдельная веточка пошла. И красным вы видите Это армянский язык, который идет от самых корней этого древа. Если вы можете заметить, у него нет родственников. Это не потому, что наш язык сирота. Наоборот, родственники все эти языки армянскому, просто он очень старый, и он имеет непосредственное отношение к протоиндоевропейскому языку. Если мы посидим с вами за бокалом хорошего бордо, то через полчаса вы начнете понимать армянский язык, а я начну понимать французский. И не потому, что мы выпили, а потому что это действительно языки близки. Надо только научиться слушать. На этом языке мы говорим уже много тысяч лет. На этом языке мы пишем сказки, легенды, создаем литературу, песни поем на этом языке. Но за последние 1600 лет случилось еще кое-что важное, что относится к нашему языку. У нас появился собственный алфавит. Алфавит, который был создан в 405 году. Очень мало есть языков в мире, которые могут похвастаться тем, что у них есть своя письменность. Например, вся Западная Европа использует латинский алфавит. Многие страны Восточной Европы используют кириллицу. А у нас есть собственный алфавит, созданный именно для армянского языка, и используем его мы и только мы. Для армянского народа алфавит – это материальное воплощение и отражение собственного языка. Армяне очень гордятся своим алфавитом, и вот сейчас вы видите, как они его увековечили. Это алфавит, созданный из золота и украшенный драгоценными камнями, и хранится он в сокровищнице патриарха армянской церкви, католикоса всех армян. 36 букв в армянском алфавите, и этот алфавит за 1600 лет не изменился до сих пор. Мы его до сих пор используем именно таким, каким он был. Он по праву считается одним из самых совершенных алфавитов в мире вообще.
Потому что он идеально передает звучание языка, без всяких условностей, как, например, французское. По-французски, когда я читаю то, что написано, и должен много правил учить, чтобы понять, как это звучит. В армянском все проще. Звук, буква. Армянский алфавит настолько важное место в культуре нашего народа занимает, что, во-первых, не только нашего. В европейской культуре очень часто обращались к теме создания армянского алфавита. Вот здесь вы, например, видите первые образцы использования алфавита в наших средневековых книгах. Это как выглядели Здесь. монеты армянских царей с использованием армянского алфавита. Это средние века, киликийская Армения. И в моем паспорте сегодня вся информация записана этими же самыми буквами. Так вот, когда я говорю, что европейцы обращались к этой теме, вот, например, я хочу вам показать. Это гравюра, создана в 17 веке. Ван Лейкен, голландец, создал. У него есть галерея всех алфавитов мира, и он в 17 веке решил, что надо и армянский алфавит тоже запечатлеть. А это замок в Германии, замок Вюрцбург, где находится, по-моему, самая крупная в мире фреска на потолке. И эта фреска изображает все стороны света. Азию, Европу, Африку и разные сюжеты, связанные с этими краями света. Создавал ее Джованни Тьеполо. И вот на одной из частей этой фрески, что мы видим? То есть это момент создания армянского алфавита, и он же изобразил здесь его создателя. Это конкретный человек, которого звали Месроп Маштоц. Вопрос у вас может возникнуть: а что такого удивительного в армянском алфавите, что вот столько людей к нему обращались? Просто все древние мыслители и философы знали, если вы нашли секрет алфавита, вы обладаете каким-то колоссальным знанием, поэтому алфавитов не так много. Вот одна из иллюстраций того, почему это необычный алфавит и сколько здесь всего странного. Здесь написаны слова на армянском языке. Это названия металлов. Вот с правой стороны сложенные цифры. Это номера букв в армянском алфавите из этих названий. У каждой буквы номер в алфавите, и вот эти номера сложены. Вот эти Addition. числа, которые получены в сумме, это Я правильно атомный называть? вес металлов, который мы видим в периодической таблице элементов. То есть 6-летний ребенок в Армении может ответить на вопрос, какой атомный вес золота, если он умеет считать, если он говорит на армянском языке и знает свой алфавит. Зачем это? Мы не знаем, кто это сделал, но мы понимаем, что так очень удобно хранить информацию. Потому что учебник химии можно сжечь, порвать. Камни можно сломать, на которых что-то написано, а язык уничтожить практически невозможно. И в этом смысле армянский язык прекрасно вместе с алфавитом — это прекрасное средство хранения информации.